Здравствуйте! Сегодня у меня простуженный голос, но это не должно помешать рассказать вам кое-что интересное. У меня есть новый этюд, я хочу рассказать о цветах, которые я здесь использую, ну и немного о композиции. В нижнем крае моего листа я обрезала корзину с цитрусовыми, и не просто так. Люблю обрезать, чтобы через передний план привести взгляд зрителя к центру композиции. Мы знаем этот прием из кино. Изначально фотография дала эту идею запечатленного движения импрессионизму, а уже потом импрессионизм повлиял на кинематограф. Для примера я хочу показать несколько работ Эдгара Дега. Можно очень долго рассматривать, говорить, читать о нем. Сейчас речь только о композиции. Две обрезанные фигуры на переднем плане ведут взгляд внутрь, на сцену. У него фигуры не что иное, как просто пятна, потому что обрезать лицо – это, конечно, нужно иметь большую смелость. Справа внизу фигура скрипача обрезана со спины и плавно уходит. Вообще все это пятно объединено, которое ближе к нам. Композиционный центр находится на балерине, на самой светлой части, может быть, деталях ее одежды. Здесь мы тоже через передний обрезанный план видим центр композиции. И еще сверху посмотрите, он всем обрезал головы. Как много движения в его работах. Здесь тот же самый прием. Через передний план мы окунаемся в сцену, вглубь. Подхожу к моей работе, разберу ее по цвету. Коричневый в моей работе это умбра жженая. Охра желтая на переднем плане справа. Голубой цвет, у меня он называется туркиз. Обычно туркиз более плотный, более насыщенный, как цвет морской волны. У меня вот такой вариант. Вы увидите, в первой прописке я делала им стол и стулья. Еще голубой цвет – это лазурь голубая. Как видите, она более насыщенная, чем предыдущий цвет. Зеленая изумрудная перекликается с двумя предыдущими цветами. Я ее использовала здесь, где корзина, и на стене. У меня в банке есть сепия, которая очень сильно похожа на мою жженую умбру, которая вот рядом ниже. Писала ей вокруг вазы. Цвет, который я часто использую, здесь справа в работе, в правом в углу видно бежевый цвет. Называется он песок. И теперь цитрусовые. В работе я использовала мелки, но сейчас я вам на палитре покажу этот цвет стандартный, оранжевый. И этот же цвет в коробке восковых мелков. Жженая сиена у меня на работе, там где бутылка только, вот она. Но это важный цвет в этой работе, потому что он почти оранжевый и почти коричневый. К этому можно добавить зеленый в мелке. Это тот же самый холодный зеленый, изумрудный. Использовала на переднем плане в этой массе листьев.
Дошла очередь до карандашей, прежде всего бордовый. Я его много использую. Здесь он вокруг корзины по силуэту. И где стол, я использую коричневый. И еще зеленый на переднем плане, такой светлый зеленый. В корзине с апельсинами. Ну и, наконец, о этапах этой работы. Запись отвратительная, потому что мне хотелось писать за мольбертом, поставила со своим плечом штатив. У него получилось искаженное изображение. Начала я прописку со стола, самая светлая. Записала все негативное пространство. Полностью избавилась от белого листа, и уже можно определиться по рисунку, как идет стол и как рисовать стулья. Такие детали, как бутылка на столе и апельсины в корзине, снаружи корзины на ветвях, они второстепенные, поэтому и появляются потом гораздо позже. На стуле, который ближе к нам, я добавляю немного зеленого. Это в рифму с зеленым, который наверху. Видите пятно? Апельсин на столе появляется у меня случайно, потому что я совершенно не планировала его там оставлять. Но по композиции в итоге оказалось это выгодным, потому что оранжевый должен где-то еще появляться, кроме низа работы. На этом этапе все сложилось по цвету, немного по рисунку. Я продолжаю двигать, смотреть, как лучше будет. Для того, чтобы стул и стол не сливались в одну линию, я немного их разделяю. Я буду заканчивать сегодняшнее видео, потому что этапы работы раскрыты. Мы поговорили о композиции, о цвете. Спасибо, что были со мной. Пишите отзывы, задавайте вопросы. Подписывайтесь, те, кто еще не со мной. Всего доброго, до свидания.